Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге предлагаю заглянуть в самый низ рынка клавиатур, чтобы отобрать там хоть какие-нибудь годные игровые модели стоимостью до 2000 рублей. Само собой, ожидать какой-то помпезности не приходится, но все мы это понимаем, поэтому с головой будет достаточно того, чтобы новая клава просто четко реагировала на каждое нажатие, была удобного форм-фактора и не делала голову. С таким подходом я и отобрал 5 приемлемых клавиатур, которые можно без сомнения покупать, если какая-то понравится. Можете поставить лайк и подписаться на канал, а я подробнее расскажу про каждую позицию. На последнем месте стоит Defender Dark Knight GK077. Полноразмерная клавиатура стандартного форм-фактора с нампадом на все 104 клавиши. Уж больно понравился мне ее дизайн. Есть что-то общее с дорогими механическими моделями от Dark Project или какой-нибудь Red Square Keyrix. Все-таки внешний вид тоже играет немалую роль. Не так уж и приятно наблюдать просто черный пластиковый брусок у себя на столе, пусть даже за 2000 рублей. Хотя эта клава самая доступная в рейтинге, и 2000 не стоит. Само собой, под кейкапами прячется самая простая мембранная конструкция, поэтому из общего с более дорогим сегментом только облик. Но зато клавиши нажимаются тихо, без лишнего звона и металлического лязга. Но если очень сильно хотите попробовать только познакомиться с механикой в этом бюджете, то что поделать, вот такой вы человек. Тем не менее, есть у меня для вас один вариант, о нем далее расскажу. А с этой Defender во время игры не возникает проблем с залипанием или задержкой после нажатия. Все срабатывает так, как вы этого хотите. Все-таки самая простая конструкция, самая надежная. Тем более, если речь идет о бюджетных девайсах. Но лично меня тут огорчила подсветка. Клавиатура светится в одном режиме, при этом регулируется только уровень яркости. Ну, на режим дыхания еще можно переключить, то есть довольно сдержанно получается. Но самое печальное то, что при этом не подсвечиваются символы на кейкапах, горит только окантовка. Но это не так важно для тех, кто умеет печатать вслепую. Поэтому только из-за одного недостатка я не стал исключать эту клаву из рейтинга. На четвертое место топа я поставил компактную клавиатуру Hyper KG M6X. Как по мне, такие огрызки намного удобнее для большинства геймеров. Когда клавиатура занимает минимум места на столе и все необходимое имеет для комфортного гейминга. Хотя, конечно, не под каждый жанр она может подойти. В какой-то игре все-таки важно иметь и полноценные стрелки, и верхний ряд эффект. Тут же в общей сумме 61 клавиша, в которой не вместили разве что нанпад. Ну, а если вам такой форм-фактор подходит, то почему бы и нет. Но только обратите внимание на форму кейкапов. Это не какой-то привычный профиль Cherry, это уже ближе к ноутбучному. На деле за счет такого формата колпачка нажимать много клавиш намного легче. В бюджетном сегменте часто сталкиваются с тем, что продолговатые кнопки некачественно сделаны, из-за чего неравномерно нажимаются. Получается как бы препятствие для нажатия. Поэтому если вам это знакомо, такой профиль точно не доставит подобных проблем. Тут кнопки четко и мягко нажимаются, быстро откликаются и не залипают, а это главный параметр, на который я смотрел при отборе клавиатур. Чуть меньше уделил внимания внешке, но эта Hyper тоже довольно интересно смотрится, особенно в белом цвете. Там и затертости со временем меньше видно, все-таки пластик простой, дешевенький. Все же знакомы с истертыми сквозь года WASD и пробелом, вот тут такое видно сильно меньше. Клавиатура также подсвечивается, тоже скучный режим без всяких разнообразий, но тут хотя бы символы просвечиваются, поэтому легче придется тем, кто не привык вслепую тыкать по кнопкам. Еще один неплохой вариант подобной клавиатуры Defender Red GK116. На деле от прошлой Hyper она отличается немногим, но есть небольшая разница в цене. В случае с этой Defender за практически такую же клавиатуру нужно будет отдать меньше денег. Причем если смотреть только на стоимость, разница довольно приличная. А когда дело идет о бюджетном сегменте, где важны каждые 100 рублей, то почему бы не рассмотреть аналог за меньшие деньги? Это точно такая же мембранная клавиатура, точно такого же форм-фактора, 61 клавиша и ничего больше. Но тут кейкапы уже вполне привычного Cherry профиля.
То есть, это не ноутбучный профиль. И если от прошлой Hyper вас оттолкнуло именно это, страх заново привыкать к клаве, чтобы нечаянно не задеть ненужную кнопку, то вот, пожалуйста, аналогичная клавиатура на крупных колпачках с более длинным ходом. При этом нажатие ощущается более четким и громким. В игре не возникло проблем с какими-то мискликами или задержками. Так что в этом плане клавиатура отрабатывает полностью, лишь бы вам удобно было на ней играть. Все-таки подобный компактный форм-фактор подойдет не каждому. Но если у вас нет сомнений, то вперед! Хотелось бы еще выделить подсветку, но выделять толком нечего. Тут тоже самая базовая подсветка на пару режимов, где имеется разве что уровень яркости. Но при этом кнопки подсвечиваются равномерно, символы также не обделили. А за чем-то большим обращайтесь к следующей позиции. На второе место топа я поставил Sven KB-G9400. И вот эта клавиатура для тех, кто любит поярче, покрасочнее. Кому важно, чтобы игровое место излучало специальную ауру за счет подсветки. В общем, тыщенки так за 1,5-2 лучше не найдешь. Тут у нас прям полноценная, что называется, RGB подсветка. Не просто радужная с одним режимом. Качаем софт с официального сайта, заходим в настройки и можем играться. Выставляем монохром, постоянное свечение одним цветом. Причем не каким-то определенным, а вообще любым. Плюс есть целых 11 разнообразных режимов под любое настроение. Ну и регулировка яркости, само собой. В общем, подсветка у этой Sven точно один из козырей, который выделил ее среди конкурентов в этой категории. Также приятным бонусом в комплекте идет подставка под запястье. Простая, удобно. За счет нее кому-то может легче играть. Конечно, и места для этого потребуется немало, но можно убрать ее в сторону. В остальном же это стандартная клава на 104 мембранных кнопки привычного черри профиля. Клавиши нажимаются легко, не западают и не залипают. В любых жанрах игр отрабатывать четко, ни с какими проблемами не столкнулся. При этом вся клавиатура в целом ощущается не такой дешевой, хотя пластик при этом самый обычный, с легкой текстуркой. Конечно, за пару лет активного юзания некоторые кейкапы сотрутся, но если рассматривать эту клавиатуру на короткий срок с перспективой дальше обновить, то вообще не заморачивайтесь. Тут вам и классная подсветка, и четкие клавиши, и полноразмерный форм-фактор со всеми кнопками. Ну и наконец, первое место заняла механическая Oakley 969G Shotgun. Это определенно одна из лучших механик, которую можно рассмотреть при минимальном бюджете. Тем более, если речь идет о первой клавиатуре такого типа. Построена клава на синих свечах от OutYemu. Само собой, это самые базовые переключатели, которые вообще считаются печатными. У них довольно длинный ход, для полного срабатывания нужно приложить усилия. То есть это вообще не ноутбучная клавиатура. И хоть игровыми считаются какие-нибудь красные переключатели, на синих тоже легко можно раздавать практически в любом тайтле. Просто дело привычки. Но также учитывайте, что кнопки нажимаются реально не тихо. Это вообще не мембранка и близко. Актуально для тех, кто любит поиграть ночью. Не всем сожителям это может понравиться. Но если вас ничего особо из этого не смущает, то идем дальше. Форм-фактор этой клавы золотая середина. И не огрызок на 60 кнопок, и не здоровенная на 104 во весь стол. Не знаю, кому как удобно, но полноценные стрелки, верхний ряд эфок и отсутствие нампада — отличное сочетание для тех, кто играет в разные жанры игр. Плюс к этому здесь тоже неплохо реализована подсветка. Конечно, она не такая разнообразная, как у прошлой Sven, но зато тут поддерживается 10 разных динамичных режимов на 6 цветов. В общем, приемлемо для большинства, как мне кажется. Также похвалю сборку и материалы. Вся клавиатура пластиковая, легкая, но при этом прочная. Нет каких-то скрипов и недокрасов. В общем, как я и сказал, очень классный вариант для тех, кто ищет механику за минимальные деньги, которой не стыдно завершить подборку бюджетных клавиатур. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.